Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе маленький, простой и удобный бифолд. Имеет 4 отделения под карточки и одно отделение под купюры. Размеры 10 на 9 сантиметров. И второй вариант этого бифолда имеет 6 отделений под карточки и одно отделение под купюры. При этом его размеры будут 10 на 10 сантиметров. Немножко больше, нежели первый вариант. И первый, и второй вариант этой выкройки находится в описании под этим видео в формате PDF. Распечатываем выкройку, проверяем ее соответствие размерам. Позже я нанесу размеры, в данный момент у меня их еще нету. Кожу использовал Crazy Horse толщиной около 1,6 мм. Вырезанные шаблоны из бумаги размещаю на коже. Смотрю, какой участок кожи мне лучше к ней подойдет. Помечаю иголкой участок, который мне нужно будет вырезать. И соответственно вырезаю его. Я использую обычный скотч для того, чтобы закрепить шаблоны на коже. Выкройка сделана под пробойник с шагом 5 мм и диаметром отверстия 1 мм. Я бы сказал, что это изделие отлично подходит для начинающих. Тут нету ни молний, ни кнопок, ничего лишнего. Только пробить по шаблону, вырезать и сшить. Не знаю как вам, а мне проще делать закругление уже после врезания шаблона, используя соответствующие лекала. Хотя то же самое лекало можно спокойно заменить, например, монетой подходящего диаметра. Сшивать изделие начинаю с карманчиков для карточек. Делаю несколько возвратных стежков, после чего нитку вывожу между слоями кожи.
Делаю узелок, и для уверенности ее еще можно прижечь. Точно так же сшивается и бифл, который идет с отделениями на 6 карточек. Сначала внутренние карманчики, потом внешние. Дойдя до угла, добавляется еще лицевая деталь. Для надежности делаю один возвратный стежок, после чего заканчиваю шов снизу. И точно так же с другой стороны. Так как в этом изделии я края оставлял открытыми, не обрабатывал их ничем, остается подправить их ножиком, и все, изделие будет готово. Вот и все. Пока-пока.